Buenos días. ¿Hablo con Наталья? Вот здесь пока все понятно. Спрашивают Наталью, а через несколько секунд выясняется, что вам уже перенесли запись к врачу и назвали новый день и время и спросили, подходит ли оно вам. Вы уловили только «viernes» и по привычке ответили «vale, vale», но на что именно вы сейчас согласились? Это одна из главных проблем испанского по телефону. Человек продолжает говорить, а вы все еще пытаетесь понять его первую фразу. Сегодня разберем, как говорить по телефону на испанском, понимать важные звонки в Испании и отвечать, даже если испанец говорит быстро. Это будет не обычный список фраз. Мы потренируем настоящие телефонные разговоры на испанском. Из больницы, из школы, от курьера. Я дам вам универсальный шаблон телефонного разговора, с которым вы сможете выяснить, кто звонит, откуда, по какой причине, что от вас хотят и правильно ли вы все поняли. А в конце вы самостоятельно ответите на тот самый звонок из поликлиники. La cita de mañana se la hemos tenido que cambiar al viernes a las 12:15. ¿Le va bien? Запись отменили или перенесли? Приходить нужно завтра или в пятницу? И как ответить, если вы поняли только половину? Но прежде чем переходить к фразам, давайте разберем, почему нам вообще так сложно говорить по телефону на испанском. Казалось бы, грамматику мы знаем, словарный запас есть, а как только звонит незнакомый испанский номер, кажется, что связь установили не с Испанией, а с кем-то из космоса. Здесь на первый взгляд подозрение падает на уровень испанского, но нет. Когда мы разговариваем с человеком вживую, мозг не просто слушает его голос – он одновременно считывает движение губ, выражение лица и другие зрительные подсказки. Кроме того, сама ситуация помогает предугадать, о чем пойдет речь. Исследование восприятия речи подтверждает, что изображение говорящего и понятый контекст действительно помогает лучше распознать иностранную речь. По телефону все эти подсказки исчезают. Есть и вторая причина. В живой речи между словами нет тех пробелов, которые мы видим на письме. Для нашего слуха это один непрерывный поток звуков. На родном языке мозг разделяет его на слова практически автоматически. На иностранном языке ему еще приходится искать границы слов, распознавать конструкции и сопоставлять услышанное со знакомой лексикой. Именно поэтому вы можете прекрасно знать все слова по отдельности, но не узнавать их внутри быстрой фразы. Это называется сегментацией речи. И все это происходит в реальном времени. Пока вы пытаетесь разобрать начало предложения, собеседник уже называет новую дату, время и спрашивает, подходит ли оно вам. Ученые даже измеряли это по реакции зрачков. При одинаковом результате понимания людям требовалось больше умственных усилий, когда они слышали речь на иностранном языке, чем на родном. То есть человек может понять фразу правильно, но мозгу эта работа обходится значительно дороже. Поэтому, если в обычном разговоре вы говорите по-испански, а по телефону ваш уровень как будто внезапно исчезает, с вами все нормально. Просто испанский по телефону – это отдельный навык. И здесь недостаточно только знать грамматику и слова. Нужно научиться останавливать разговор, просить повторить конкретную информацию, проверять услышанное и не позволять собеседнику убежать вперед, пока вы все еще переводите его первую фразу. Именно этим сейчас и займемся. За 20 лет жизни в Испании я поняла одну важную вещь. По телефону не обязательно понимать каждое слово. Нужно научиться управлять разговором. Кто звонит, откуда, по какой причине, что от меня требуется, правильно ли я все поняла. Если все эти 5 ответов у вас есть, могу поздравить, даже если половину остальных слов вы не разобрали. Начнем с первой секунды разговора. В Испании на звонок можно ответить «sí» или «dígame». «Dígame» дословно можно перевести как «скажите мне». Но для нас более привычным переводом было бы «говорите». В Испании это совершенно нормальная и нейтральная форма ответа на звонок. Она не звучит грубо. Если вы знаете, кто звонит, вы можете ответить «Hola, Ana, dime». «Dime» – это уже форма на «ты» для знакомого человека. Если звонит неизвестный номер, я бы все равно использовала «dígame»,
Или «Buenos días, dígame». Теперь человек спрашивает «Hola, ¿está David?» Как узнать, кто звонит? Не нужно отвечать «¿Quién eres?». Грамматически это возможно, но звучит слишком прямо. «Ты кто?». К тому же вы сразу обращаетесь к незнакомому человеку на «ты». Естественная фраза, чтобы уточнить этот момент «De parte de quién?». Кто его спрашивает? От кого передать? Или, более универсально, «Quién llama, por favor?». Кто звонит, пожалуйста? Если спрашивают лично вас, «Hablo con Natalia?», вы отвечаете «Sí, soy yo». «Quién llama, por favor?». Или, если спешите и не хотите церемониться, скажите «¿Quién es?». Попробуем. Buenos días. ¿Podría hablar con el señor López? Что вы ответите? Правильный вариант. Sí, un momento. ¿De parte de quién? Если этого человека сейчас нет. Ahora mismo no está. ¿Quién llama, por favor? Запомните слово ahora mismo. В таком разговоре это не обязательно прямо в эту секунду. Оно означает сейчас, в данный момент. Кстати, именно так мы будем работать в моей сентябрьской группе «Испанский для жизни». Не просто читать готовые фразы, а слушать неожиданную реплику, получать несколько секунд на ответ и учиться самостоятельно продолжать разговор. В конце видео расскажу, кому подойдет группа. А сейчас возвращаемся к звонку. Потому что узнать, кто звонит, это еще самая легкая часть беседы. Человек представился. Вы ничего не поняли. Здесь многие молчат, ждут окончания длинного предложения, а вам говорят «No entiendo». И испанец повторяет все предложение. Иногда еще быстрее. Большое спасибо стало значительно понятнее. Намного эффективнее сразу сказать, что именно вам нужно. Если человек говорит быстро. Perdone, ¿puede hablar un poco más despacio, por favor? Извините, вы можете говорить немного медленнее. Если вы не поняли последнюю информацию, Lo siento, no le he entendido bien. ¿Me lo puede repetir? Извините, я вас не очень хорошо поняла. Можете повторить? Если плохо слышно, Perdone, se oye un poco mal. Извините, вас немного плохо слышно. Если нужно взять ручку, Un momento, por favor. Estoy apuntando. 1 минуту, пожалуйста. Я записываю. Эта фраза особенно полезна. Она дает вам несколько дополнительных секунд и заставляет собеседника диктовать информацию медленнее, если не разобрали имя. Perdone, ¿cómo ha dicho que se llama? Если не поняли название организации. Perdone, ¿de qué sitio me llama? Если нужно записать фамилию. ¿Me puede deletrear el apellido, por favor? И очень испанский вопрос. Con B o con V? Через B или через V? Не нужно долго объяснять, что вы плохо говорите по-испански. Задайте конкретные вопросы, человек поймет, какую часть нужно повторить. Теперь нужно услышать, зачем вам звонят. Чаще всего причина начинается с одной из этих ситуаций. Le llamo de. Я звоню вам из. Le llamo ahora para. Я звоню вам, чтобы. Le llamo porque. Я звоню, потому что. Например, Le llamo del centro de salud para confirmar su cita. Я звоню из поликлиники, чтобы подтвердить вашу запись на прием. Но в реальном разговоре вы можете услышать Te llamaba porque. Я звоню тебе, потому что. И здесь начинающий иногда думает, ну почему llamaba? Она ведь звонит сейчас. В телефонных разговорах te llamaba para или te llamaba porque часто используется, чтобы мягко ввести причину звонка. Hola, te llamaba porque mañana hay una reunión. По смыслу я звоню, потому что завтра будет собрание. Это не сообщение в каком-то странном звонке. Разговор происходит прямо сейчас. Если причину вы все равно не поняли. Perdone, no le he entendido bien el motivo de la llamada.
Извините, я не совсем поняла, по какому поводу вы звонили. Более разговорный вариант. Perdone, ¿de qué se trata? Извините, о чем идет речь? Но самый удобный способ предложить свою версию. Me llamo por la cita de mañana. Вы звоните по поводу завтрашней встречи? ¿Es por la excursión del colegio? Это по поводу школьной экскурсии? ¿Es por un paquete? Это по поводу посылки? Человеку остается ответить «sí» или уточнить информацию. Сейчас на экране появится шаблон, который подходит практически для любого официального звонка в Испании. Поставьте видео на паузу и сохраните этот кадр. Dígame, buenos días, hablo con... Sí, soy yo. ¿Quién llama, por favor? Le llamo de... ¿Por qué? Perdone, ¿me lo puede repetir un poco más despacio? Entonces, si le he entendido bien, tengo que... ¿Correcto? Exacto. ¿Me lo puede enviar por SMS o por correo electrónico? Sí, claro. De acuerdo. Muchas gracias por avisar. Hasta luego. Не каждый звонок будет проходить слово в слово, но эта структура дает вам опору представиться, уточнить, повторить, подтвердить и завершить. А теперь используем ее в реальных ситуациях. Слушаем еще раз звонок из начала видео. Сейчас перед вами 3 задачи. Понять, откуда звонят, узнать, что изменилось, проверить новую дату и время. Buenos días. ¿Hablo con Natalia? Sí, soy yo. ¿Quién llama, por favor? Le llamo del Cap de Sants porque la cita que tenía mañana con la doctora Molina se la hemos tenido que cambiar al viernes a las 12:15. ¿Le va bien? Мы поняли. Le llamo del Cap de Sants. Звонят из больницы. La cita que tiene mañana. Запись, которая была назначена на завтра. Se la hemos tenido que cambiar al viernes. Ее пришлось перенести на пятницу. A las 12:15. На 12:15. ¿Le va bien? Вам подходит? Что отвечать, если мы услышали только часть информации? Perdone, ¿me ha dicho el viernes a las 12:15? Sí, exactamente. Теперь подтверждаем весь результат. Entonces, la cita de mañana queda anulada y tengo que ir el viernes a las 12:15. ¿Correcto? Eso es. И просим письменное подтверждение. ¿Me lo pueden confirmar por SMS? Sí, ahora se lo enviamos. De acuerdo. Muchas gracias por avisar. Hasta luego. Обратите внимание, мы не переводили каждое слово. Мы вытащили из разговора главное. Старую запись отменили. Новая будет в пятницу на 12:15. Еще 2 очень важные фразы. La cita se adelanta media hora. Запись переносится на полчаса раньше. La cita se retrasa media hora. Запись переносится на полчаса позже. Если вам сказали se adelanta, приехать нужно раньше, а не позже, эту маленькую деталь лучше не проверять на закрытой двери кабинета врача. Теперь помощи будет меньше. Сначала слушаем разговор без перевода. Hola Natalia, soy Laura, la tutora de Daniel. Te llamaba porque mañana tenemos una salida y todavía no nos ha llegado su autorización. Necesitamos que Daniel la traiga firmada mañana a primera hora. Что произошло? La tutora. Классный руководитель. Mañana tenemos una salida.
В школьном контексте una salida– это не просто выход. Речь идет о выезде, экскурсии или мероприятии за пределами школы. Школа еще не получила подписанное разрешение «la autorización». Его нужно принести завтра утром. А primera hora. А теперь попробуйте ответить самостоятельно. Возможный ответ. Perdona, ¿te refieres a la autorización para la excursión? Sí, eso es. Entonces, Daniel tiene que llevarla firmada mañana a primera hora, ¿verdad? Sí, y tiene que traer también una botella de agua. Теперь уточняем, нужно ли брать завтрак. ¿Tiene que llevar también el desayuno? No, no hace falta. Se lo da el colegio. De acuerdo. Llevará la autorización firmada y una botella de agua. Muchas gracias por avisarme. Здесь мы снова подтвердили действие своими словами. Подписать разрешение, дать ребенку утром, положить бутылку воды, завтрак не нужен. Фраза «Entonces, si he entendido bien» защищает вас от огромного количества недоразумений. Теперь вы отвечаете без моей помощи. Hola, buenas, soy el repartidor. Tengo un paquete para usted. Estoy abajo, pero nadie me abre. ¿Puede bajar a abrirme? Если вы дома. Sí, un momento. Ahora bajo. Ahora bajo означает «сейчас спущусь». Если вас нет. Ahora mismo no estoy en casa. ¿Puede dejarlo a la vecina del segundo? Можно попросить приехать позже. ¿Puede volver a partir de las 6? Или оставить посылку в пункте выдачи. ¿Puede dejarlo en un punto de recogida? Обратите внимание на фразу «Estoy abajo». Курьер не сообщает, что он находится внизу в каком-то загадочном пространстве. Обычно это означает, что он стоит у подъезда или возле входа в дом. Окей, эти ситуации понятны, но что делать, если вам звонят и просят другого человека? ¿Se puede poner David? Ponerse. В телефонном разговоре означает подойти к телефону или взять трубку. Вы можете ответить «Ahora mismo no puede ponerse». Сейчас он не может подойти к телефону. No está disponible en este momento. Сейчас он недоступен. Дальше можно предложить передать сообщение. ¿Quiere dejarle un recado? Или «Le digo que ha llamado?» Передать, что вы звонили? Если неудобно говорить вам «Ahora mismo no puedo hablar. ¿Puede llamarme dentro de media hora?» Сейчас я не могу говорить. Не могли бы вы перезвонить мне через полчаса? ¿Puede volver a llamar esta tarde? Вы не могли бы перезвонить сегодня вечером? ¿Puedo llamarle yo más tarde? Могу я позвонить вам позже? По-испански обычно говорят volver a llamar или просто le llamo más tarde. Не обязательно дословно переводить русское «перезвонить» обратно. Номера телефонов в Испании могут диктовать по-разному. По одной цифре, парами или группами. Если вы теряете, спросите «Me puede repetir el número, por favor?» Или еще точнее «Me lo puede decir cifra por cifra?» Можете продиктовать по одной цифре? Проверяем. Entonces es 6, 4, 7. Значит 6, 4, 7. El último es un 5. Последний пятерка. ¿Me puede confirmar las tres últimas cifras? Не могли бы вы подтвердить мне последние три цифры? Не бойтесь повторить номер полностью. Ошибка в одной цифре иногда отправляет ваше сообщение совершенно другому человеку. И еще одна ситуация, которую нельзя пропустить.
Вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка. Hemos detectado una operación sospechosa. Para cancelarla necesito que me confirme el código que acaba de recibir por SMS. Даже если на экране отображается название или настоящий номер банка, не сообщайте пароль или код из SMS. Ответ. No voy a facilitar ningún código por teléfono. Я не буду сообщать никаких кодов по телефону. И еще одна фраза, которую стоит запомнить целиком. Prefiero colgar y llamar yo al número oficial del banco. Я предпочитаю положить трубку и сама позвонить по официальному номеру банка. Не спорьте, не оправдывайтесь и не позволяйте торопить себя. Если звонок настоящий, вы все проверите, самостоятельно позвонив в банк. Если это мошенники, они попытаются переубедить вас, поэтому смело вешайте трубку. Эту часть видео я особенно советую отправить родственникам, которые недавно переехали в Испанию и еще плохо понимают испанский. А теперь обещанная проверка. У вас будет 5 секунд. Остановите видео, если нужно больше времени. Но сначала обязательно ответьте вслух. Buenos días. Su cita se adelanta media hora. En vez de a las 11, será a las 10:30. ¿Le va bien? Возможный ответ. Perdone, entonces tengo que ir a las 10:30. ¿Correcto? Если вам время подходит. Sí, me va bien. Muchas gracias. Если не подходит, lo siento, a esa hora no puedo. ¿Hay alguna hora más tarde? Если сейчас вы ответили увереннее, чем в начале видео, значит наша тренировка уже сработала. Не стремитесь сразу говорить идеально. Ваша первая задача не потерять важную информацию и добиться того, чтобы собеседник вас понял. Сохраните себе уверенный шаблон из этого видео и вернитесь к 3 звонкам через несколько дней. Но в следующий раз не читайте мои ответы. Сначала отвечайте самостоятельно и только потом проверяйте себя. Напишите в комментариях, какой звонок для вас оказался самым сложным. Поликлиника, школа или доставка. А если видео действительно помогло, отправьте его человеку, который живет в Испании и при виде незнакомого номера до сих пор надеется, что телефон просто перестанет звонить. Если во время практики вы понимали общий смысл, но не успевали самостоятельно построить ответ, именно это мы будем отрабатывать в группе «Испанский для жизни». С середины сентября я открываю небольшую онлайн-группу для русскоязычных взрослых, которые живут или собираются жить в Испании и начинают учить испанский с нуля, либо имеют небольшую, но не системную базу. Мы будем заниматься 2 раза в неделю по 60 минут. В группе будет не более 5-6 человек, и все занятия я провожу лично. Основной акцент – испанский, который действительно требуется после переезда. Телефонные разговоры, запись на прием, врач, школа, покупки – жилье, документы, общение с соседями и другие реальные ситуации. На занятиях вы не будете просто смотреть, как отвечаю я. Вам самим придется услышать вопрос, понять его и сформулировать ответ. Сначала с опорой, а затем самостоятельно. Если хотите узнать программу и понять, подойдет ли вам эта группа, напишите мне в Telegram или Instagram. Если вы не знаете свой уровень, определять его самостоятельно не нужно. Мы познакомимся в переписке, я задам несколько вопросов и скажу, подходит ли вам формат. Все контакты также я оставлю под видео. Теперь любой телефонный разговор в Испании уже не должен выглядеть как персональная угроза для вас. А на сегодня это все. Спасибо, что были со мной. До скорого в следующем видео. Hasta pronto.